Микки Блэк был обычным жителем Далласа, но его душа всегда стремилась к приключениям. Это стремление и любовь к животным привели его в Мексику, страну полную контрастов, ярких красок и, что немаловажно, бездомных животных. Когда он прогуливался по улицам одного маленького городка, он наткнулся на нечто, что изменило его жизнь навсегда. На узкой тропинке, испещренной старым камнем и палящим солнцем, он увидел маленького котенка. Он был истощен, весь в грязи и испытывал настоящую нужду в помощи. Его ослабленные лапки с трудом могли стоять, а шерсть была покрыта 8 слоями пыли и дренажного мусора. Местные жители, проходя мимо, бросали на котенка неодобрительные взгляды и предупреждали Микки: «Не трогай его, он может быть опасен». Но как можно было остаться равнодушным к этому крохе, полному страха? Микки знали, что это бездомное животное нуждается в помощи. Он накрыл котенка своим старым свитером и, не раздумывая, взял его с собой в США, твердо решив не оставить его в тяжелой ситуации. 2 дня спустя после возвращения домой, когда Микки наслаждался обществом Кэти, как он назвал привезенного с собой котенка, в его дверь постучали. На пороге стояли 2 полицейских, и его сердце сжалось. Бледное лицо котенка он вдруг увидел в глазах сотрудников полиции. Они задали ему несколько вопросов о его недавнем путешествии, особенно о котенке. «Вы не знаете, с чем имеете дело», – произнес один из них с серьезным выражением лица. Разговоры о том, что котенок мог быть переносчиком опасных заболеваний, только усилили чувство тревоги в груди Микки. Он попытался объяснить, как заботился о Кэти и что хотел сделать доброе дело, но в глазах полицейских он видел лишь недоверие. Они, похоже, не собирались просто так оставить его в покое, пока не разобрались в ситуации. Кэти, поначалу удивленная новым домом, теперь пряталась под старым диваном, изредка показывая носик в мир. Микки помнил, как она нежно лизала ему пальцы, когда он только что подобрал ее. Он никогда не видел такого беззащитного существа, которому, казалось, не хватало любви. Его внутренний голос шептал ему, что этот котенок был чем-то особенным. Тем не менее, местные жители в Мексике, очевидно, знали что-то, чего не знал он. Почему все так противились его помощи? На протяжении первых дней его общения с Кэти он наблюдал, как она уже начинала привязываться к нему и даже пыталась играть с его обувью. Но каждое ее движение напоминало быстрое, напуганное переключение. Эти моменты радости смешивались с беспокойством о том, как будет развиваться ситуация. Микки завернул Кэти в свитер, защищая ее от холодного ветерка, когда они покинули Мексику. Он надеялся, что сможет накормить и напоить ее, а потом отвезти в приют, где она сможет получить настоящую заботу и внимание. Однако с каждым днем его привязанность к котенку усиливалась, и вскоре он осознал, что не может ее оставить. В тот момент, когда они объезжали горы, и солнечные лучи согревали их своим светом, он решил, что Кэти стала для него важнее, чем просто животное, которое нуждается в временной помощи. Он влюбился в ее хрупкость и прекрасные зеленые глаза, полные наивного доверия. На пути домой Кэти, хотя и напуганная, проявляла живое любопытство. Она выглядела удивленной и невероятно заинтересованной всеми звуками и движениями за окном машины. Микки улыбался, глядя на нее, и каждый ее поворот головы заставлял его чувствовать, как он все больше и больше любит эту крошечную жизнь, доверившуюся ему. Когда они добрались до границы, Микки только надеялся, что пограничники не вызовут подозрений. Он уверенно сообщил им, что путешествует со своим котом, и, к его удивлению, пограничники лишь смеялись и порошили ему хорошо с котенком. Микки не знал, что в это время ветеринару уже пришла в голову другая идея. Вернувшись домой, Микки понимал, что необходимо показать Кэти ветеринару. Он записывал имя и адрес докторов, которые могут помочь, но заметил, что котенок, который раньше всегда искал его внимание, теперь не желал, чтобы его брали на руки, и даже рычал, когда он пытался приблизиться. Кэти становилась все более тревожной, время от времени пуская длинные томительные звуки. Во время поездки к ветеринару она испытывала явный стресс. Стараясь выбраться из переноски, она издавала несчастные звуки, и это рушило сердце Микки. Понимая ее страх, он обнял ее, стараясь успокоить. Когда ветеринар осмотрел Кэти, он сразу же заметил ее состояние. Он предложил дать ей успокоительное для осмотра, но Микки чувствовал, что это может лишь усугубить ситуацию. Врач сказал, что она слишком слаба для анестезии, и предложил, чтобы Микки укорил ее специальным кормом. После визита к ветеринару
На груди Микки легли тучи невидимой тревоги. Несмотря на то, что ветеринар не сообщил ему всей правды о состоянии Кэти, ему стало понятно, что что-то не так. Он начал проявлять заботу, но котенок, который когда-то была такой игривой и нежной, вдруг стал избегать контактов, и это вызывало у него естественные опасения. В то время, пока Микки переживал свои тяготы и сомнения, ветеринар принял решение сообщить в полицию. Он беспокоился за Кэти и понимал, что ей может угрожать опасность. Слабо дышащая, он позвонил и выразил свои опасения, не осознавая, что такими действиями подталкивает к риску словно сам Микки. Вернувшись домой, Микки начал ощущать себя слишком странно. Он отказывался от еды и прятался от людей, не зная, как объяснить свою тревогу. Постоянные размышления об ошибках не давали ему покоя, а внутренние страхи раздирали его. Он говорил себе, что сделал все в интересах котенка, но полицейские все еще преследовали его. Некоторое время спустя полиция пришла к дому Микки. Они начали обыск, и его сердце пылало от беспокойства. Полицейские искали монстра, который мог скрываться в его доме, и это казалось невообразимым. Конечно, никто не мог предположить, что Кэти на самом деле является младшей мексиканской рысью, находящейся под угрозой исчезновения. Кэти не понимала, что происходит, и, убегая от полицейских, она запуталась в домашней атмосфере, подбегая к углам и спрятавшись под диванами. Увидев ее испуганные глаза, Микки пытался вызволить ее из этой ситуации, но полицейские, осознавая серьезность своей миссии, готовились к ее поимке. Стараясь действовать тактично, они начали координацию действий, что лишь добавляло смятения в голове Микки. Кэти, оказавшись загнанной в угол, приходила в себя. И когда ее поймали, страх был наполнен ожиданием и информацией о том, что в ней скрыто больше, чем просто обычный котенок. Когда Кэти была поймана и помещена в клетку, Микки остался в полном замешательстве. Шок был почти несоизмеримым. Он узнал, что ветеринар, не говоря ему всей правды, вызвал полицию, считая, что эта ситуация угрожает как животному, так и его репутации. Разговор с помощником ветеринара стал последним шансом объяснить свою правоту. Помощник рассказал, что на самом деле Кэти Заэс – молодая мексиканская рысь, которая находится под угрозой исчезновения. Микки ужаснулся, он стал частью проблемы, но не с плохими намерениями. Он искренне поверил, что делал все правильно. Полиция, оказавшись на месте, внимательно выслушала Микки. Он объяснил свою историю о том, как котенок попал к нему, и, несмотря на первоначальные подозрения, они начали ему верить. После обыска в доме Микки не нашли никаких доказательств незаконных действий. Он, казалось, был простым человеком с хорошим сердцем, который просто хотел спасти небольшое существо, которое сошло с ума от страха. Кэти передали в Центр спасения, где ей позволят расти и адаптироваться в течение следующего года или 2. Забота о ней будет на высшем уровне, а позже ее вернут в родное мексиканское окружение. Микки снял глубоко вздох. Он в итоге добился того, чтобы котенок нашел безопасность. В конце концов, это была история о том, как доброе сердце и намерение помочь могут столкнуться с непониманием и страхом. Но в конечном счете, честность и открытость всегда помогут разобраться в ситуации, даже когда кажется, что нет выхода. А жизнь Кэти продолжится. Уже в безопасности и в окружении людей, которые смогут понять и оценить ее истинное значение. Микки осознал, что иногда даже самое простое действие может привести к значительным последствиям, а ответственность за жизнь, которую ты пытаешься спасти, будет с тобой всегда.